Вот уже которую неделю в Испании необычайно холодно. Но я вам расскажу не об этом. Я вам расскажу о том, как я сейчас сходил в гвардию Севиль. То есть гражданскую гвардию, которая в этом городке выполняет функции полиции федерального значения. Значит, у меня возникла проблема, я вам уже об этом говорил. Доставка Медиамаркта не сработала. Я начал им писать по поводу того, что они ничего не доставили. Медиамаркт мне начал говорить, это бельгийская компания. Бельгийская компания то обещала мне доставку жесткого диска, то обещала мне возврат денег вместо жесткого диска. И в конце концов, уже в марте месяце, а доставку обещали еще 29 января, в марте месяце мне сказали о том, что бельгийцы, что Медиамаркт им не заплатил деньги, и поэтому никакой доставки не будет. Причем самое интересное, что на сайте Медиамаркта по непонятной причине стоит отметка о том, что я жесткий диск получил. Хотя я этот жесткий диск не получал. Вот. Цена вопроса 54 евро. Значит, опять я пришел в офис гвардии Севиль. Они мне сказали, принеси подтверждение из банка о том, что ты платил эти деньги на сайте, выписку из банка, и мы оформим жалобу. И вот сейчас я пришел письменно, подготовил свою жалобу, зная, что у нас языковой барьер. Взял все эти скриншотики, переписки с Медиамарктом, с бельгийцами. То есть подготовился на славу. Перевел все на испанский язык. Выписку из банка взял о том, что я платил деньги. Пришел, и мне говорят, нет, ты не сюда пришел. Иди в ОМИК. Это представительство какой-то организации, которая занимается защитой прав потребителей. Но я уже был в этом ОМИКе. Там очень неприятная женщина сидит, которая кричит без контракта: ты никто. Она, видимо, очень устаревших взглядов, к сожалению. Ну вот, ничего не поделать. Значит, что оказалось? Значит, на испанском языке мне сказали, что я пришел не по адресу, и послали. А потом я нашел все-таки, чему научила меня Испания. Тому, что разные люди по-разному объясняют ситуацию. И я не сдался, не ушел. Подошел к офицеру, попросил кого-то англоговорящего. Вначале меня послали, потом сказали: хрен с тобой, золотая рыбка. Дали англоговорящего представителя гвардии Севиль. И я с ним достаточно долго прообщался, объяснил ему свою проблему, он меня выслушал, потом рассказал свою точку зрения. И он сказал, что он ее рассказывает не только как офицер гвардии Севиль, но еще и как человек, который сам неоднократно защищал свои права как потребитель. И он практически передает свой опыт потребительский и как офицер, и как человек, который проходил сам этим путем. В общем, да, действительно, гвардия Севиль может взять жалобу, но она отправит эту жалобу в суд, и этот суд потребует от меня адвоката, приходить, судиться, все такое. И это мне обойдется в 600 евро. А если я пойду в ОМИК, то есть в общество по защите прав потребителей по-нашему, то они сами не быстро, в течение полугода, будут бодаться с Медиамарктом и по концовке должны вроде бы дободать его и снять эти деньги. То есть там тоже будет что-то подобие третейского судьи. Но он говорит, вот этот офицер гвардии Севиль, что это проверенный путь, он так делал 6 раз. Просто долго ждать. И, собственно, на этом основана
поведением Медиамаркта, они хотят взять меня измором, что типа я не буду ради 54 евро бегать, вот это жаловаться и все такое. Плюну, забуду, и на этом все прекратится. Что интересно, на сайте Медиамаркта написано, что ссылка есть на процедуру, какой нужно следовать. Так вот, эта процедура требует обращения в полицию. Но у меня полицейские не захотели брать заявление, сказали, что лучше идти в АМИК, Общество по защите прав потребителей. Да, еще, кстати, обратите внимание, что переводчики очень плохо все переводят. Google Translate жутко плохо переводит с русского на соответственно, испанский в обратную сторону, потому что он какую-то ерунду пишет. Ты потом разговариваешь и понимаешь, что перевод совершенно неправильный. Хорошо, что мне повезло поговорить на английском с офицером. Мы могли как бы друг другу перефразировать какие-то непонятные моменты. Но мы отлично друг друга поняли. Вот я, собственно, иду в этот АМИК. И меня ожидает 6-месячная процедура бадания с Медиамарктом и доказывание, что я не верблюд. Ради 554 евро, который стоил жесткий диск. Не пользуйтесь Медиамарктом, площадкой на сайте, да и не на сайте тоже. Вот видите, к чему это все приводит. Доставка в Испании ужасная. И репутация ничего не стоит, как и в России. Я же говорю, страны очень похожи.